Большое спасибо всем за то, что вы пришли. Today I want to teach you a little bit about the history of the children's hospice movement in the UK. Сегодня я бы хотел рассказать немного о детских хосписах в Великобритании. History tends to be useful because it might show you where you are now and where you may be able to get to. Исторический подход к этому, то есть история этого важна именно потому, что вы сможете оценить, в каком моменте, где вы находитесь сейчас и к чему вы хотите прийти. I first started doing children's palliative care 20 years ago. Я начала заниматься паллиативной помощью детям 20 лет назад. And one of the things that's happened is that I've seen every possible mistake that you can make in trying to set up a palliative care unit or a children's hospice. И в течение этого времени я смог пронаблюдать все возможные ошибки, которые могут быть совершены в процессе основания госпиталя для паллиативной помощи и забот на дому. Sometimes to learn about the mistakes in advance can be helpful to avoid them yourselves. И таким образом возможность узнать об ошибках других, она даст вам возможность избежать их самостоятельно. What does palliative actually mean? Что же на самом деле означает паллиативный? The truth is that most medicine is palliative. Правда в том, что в большинстве своем медицина паллиативна. Come what may, we will all die at some stage. То есть так или иначе мы все умираем на определенном этапе. And what most doctors do is actually prevent illness for a short period of time. И то, что... Prevent illness for a short period of time. То есть доктора, они... What the doctors do is just prevent the illness. И то есть обычные врачи, они могут просто как бы предотвратить заболевание на какой-то период времени. So are doctors right? When we first started, one of the things that people said to me, когда мы только начинали, одно из высказываний, которых я услышала от людей, is there is no need for children's palliative care. было следующим: нет необходимости в детской паллиативной помощи. The pediatricians are already doing this. Этим уже занимаются педиатры. I'm actually a family doctor, I'm a GP. Я как бы изначально семейный врач. So one of the difficulties was, why would a pediatrician listen to me? Поэтому трудность была в том, почему, собственно, педиатры должны слушать меня. What I would say to you is that 20-30 years ago, pediatricians used to think приблизительно 20-30 лет назад педиатры считали, that neonates, these are children under the age of 4 weeks, что новорожденные, то есть дети до 4 недель возраста, felt no pain. Не чувствуют боли. So they would put their cannulas in without any anesthesia. Поэтому они там, производили манипуляции без анестезии, там конюли какие-то. They weren't that bright then. They were not very clever then. И в таком случае они были неправы. So we might ask the question, how much do they know now about palliative care? Поэтому стоит задать вопрос, а сколько известно сейчас о паллиативной помощи? When we think about palliative care, this is not about managing symptoms. Когда мы говорим о паллиативной помощи, мы не имеем в виду, что это просто работа с симптомами. Children have parents, they have families. У детей есть родители, у них есть семьи. We have to look after the whole family unit.
нам необходимо заботиться обо всей ячейке, скажем так, семейной, обо всей семье в целом. And this also includes the children and the grandparents. И это также включает детей и бабушек, дедушек. And this is not just about the physical, but also should encompass the emotional, the social, and the spiritual. И это включает в себя не только заботу о физическом, но также об эмоциональном, социальном и духовном аспекте. If we look at how the children's movement started in the UK, если взглянуть на то, как начиналось движение детской паллиативной помощи в Великобритании, it started in the 1960s, 70s. Не мучайтесь, мы вам дадим эту презентацию, не мучайтесь, не фотографируйте. Сейчас началось это в 70-м году. It started in religious institutions. Это началось в духовных учреждениях, храм. And slowly it developed into a very strong and powerful movement. И постепенно, начавшись с религиозных организаций, это движение превратилось в очень сильное и мощное. The children's movement started in 1982. Движение детских хосписов началось in 1982. в 1982 году. And you can see the same pattern. И можно увидеть тот же самый образец, как бы. With a 20-year difference. С разницей в 20 лет. So for the adult hospices you have now, то есть для взрослых хосписов, которые сейчас существуют, it is a natural progression for you to start to think and develop a service for children's palliative care. На том этапе, на котором сейчас находитесь вы, как раз и наступил тот момент, когда нужно задумываться о начале детской паллиативной помощи. Although I'll be talking predominantly using the word hospice, когда я говорю, в основном используя слово хоспис, what I hope to teach you is about the whole palliative care, whether in the community, or in hospitals, or in hospices. Я надеюсь рассказать вам, обучить вас о движении, об этом движении в целом, будь то в сообществе, то есть в заботе на дому, либо в хосписах, либо в больницах. То есть все в целом. Skip the next slide. So, where are we now? То есть где мы сейчас находимся? In the UK, we have 44 children's hospices. В Великобритании существует 44 детских хосписа. Even more community teams. И еще больше команд, точнее, которые заботятся на дому. We have a По population. сути, аналог наших выездных служб. Да, выездная служба. We have a population of 60 million. Население Великобритании приблизительно 60 миллионов. Russia is the largest country in the world. Россия самая большая страна в мире. Moscow, I've been told, has a population of about 15 to 20 million. Москва, как я слышал, населена приблизительно от 15 до 20 миллионов человек, да, то есть мы точно не можем сказать. As a center of excellence, many people throughout Russia will be coming here to seek medical services. Поскольку здесь находится центр благосостояния, то многие люди со всей страны будут приезжать сюда и искать квалифицированную медицинскую помощь. It doesn't take a great mind to work out that you need a lot of services here with these types of children. И не нужно много усилий, чтобы понять, что вам необходимо очень много, большое количество возможностей, служб, которые будут обеспечивать это, да, там, детские хосписы и их функционирование. When we talk about hospices, we can talk about two different types of hospices. Когда мы говорим о хосписах, мы подразумеваем два разных их типа.
When in the UK the movement first started, Когда в Великобритании это движение началось впервые, it was mainly about respite. это в основном было Respite. Respite Социальная means передышка. социальное, ну да, то есть отдых, социальный отдых. there were not many deaths Было не так много смертельных исходов and not much in the way of specialist input. и, Not too many specialists. и не так много специалистов, которые занимались этим. Now what is happening is we are developing Centre of Excellences. А сейчас мы развиваем центры, научные центры, да, скажем. And these units provide inpatient and community support. И эти центры обеспечивают как стационарное лечение, ну, пребывание, так и заботу на дому. And this is both medical, nursing and allied professionals. И это включает медицинских сотрудников, медсестер и, соответственно, сопутствующих работников, да, поддерживающих. I have a phrase that I use when I teach. У меня есть моя фразочка, которую я использую, когда преподаю. Any unit who tells you they are doing better than anyone else Любая организация, которая вам скажет, что они работают лучше, чем другие, любая другая, just lie better. просто лучше врет. We are going to now talk about what can go wrong. И сейчас мы будем говорить о том, что может пойти не так. Money. Деньги. It is very easy Очень легко to get money to build a building. получить деньги на постройку здания. It's very easy to get money to buy a piece of equipment. Очень легко получить деньги, чтобы купить какое-то оборудование. However, it is very difficult to get money to pay the wages of the people who work in the units. Но очень трудно получить деньги на зарплату людей, которые работают в учреждении. Our hospice costs £4.5 million per annum to run. Ежегодные затраты нашего хосписа составляют 4 миллиона 600 тысяч фунтов. 50 rubles to the pound. Если на рубли перевести 50 рублей за фунт, A lot of money every year to be очень много found. денег каждый год. When we first started in the UK, Когда мы только начинали в Великобритании, a great many of the hospices started very enthusiastically, многие хосписы начинали с большим энтузиазмом, but they did not consider the money. но они не принимали во внимание денежный вопрос. Many of them were brought to closure. Многие из них пришли к вопросу о закрытии, то есть были приведены, скажем так, ситуации к тому, чтобы закрыться. On average, it costs something like 50,000 rubles per night per bed to run. То есть для того, чтобы обеспечивать работу хосписа, это стоило 1000 фунтов, то есть 50 тысяч рублей за ночь койко-место. You have to raise money not for the very first year, but for the second, the fifth, the 10th, the 20th year, still trying to raise money. То есть деньги нужно получать не только на первый год работы, но и на второй, на третий, на 20-й, каждый год, всегда. Excellent. 95% of the money that we raise is through charitable means. So only 5% comes from the state. 95% средств, которые мы получаем, это средства от благотворительных акций, а 5% приходит от государства. Even now in the UK, adults are treated differently to the children. The adult hospices are funded, the children hospices are not. Даже сейчас в Великобритании ко взрослым и детским хосписам разные отношения. Взрослые хосписы финансируются, детские нет. You will get nowhere unless you have the power to put political pressure on the people at the top
И нет возможности получить глоток воздуха, пока у вас нет возможности надавить каким-то образом на людей, которые сидят как бы на верхушке. And in a worldwide recession, it is difficult to get money from normal people. Очень трудно при том, что сейчас идет кризис глобальный, да, экономический, получать деньги от частных лиц. Next slide. Now, children's hospices are a waste of money. Детские хосписы – это выбрасывание денег на ветер. It is true. Это правда. It's a lot of money for a small number of beds. Это очень много денег на очень малое количество мест. Community care is far more cost-effective and beneficial. Выездные службы, они гораздо более эффективны и менее затратны. And when you have limited resources, many countries have provided excellent care through community services. И когда ресурсы ограничены, то во многих странах есть возможность обеспечивать замечательный уход силами вот этих выездных служб. However, Однако, the hospices are like a beacon, like a light. то есть хоспис – это своего рода светоч. People can see them, they can relate to them. Люди могут их видеть и полагаться на них. And the only reason in the UK that the change came И единственная причина, по которой начались изменения и случились изменения в Великобритании в этом вопросе, is when people could see the hospices. она заключается именно в том, что люди могут видеть хосписы. And in every country around the world, the hospices are the catalyst for change. И во многих странах в мире хосписы являются катализатором изменений. The other thing that the hospices did was bring the focus away from cancer patients to non-cancer patients. И еще одна вещь, которую осуществили хосписы, это они смогли привлечь внимание от раковых больных к больным не раковым. This is a graph from the UK, and it's in English, so I will translate it for you. Это график, который по Великобритании, да? This says hospices. This says quality of care as rated by bereaved relatives. Здесь написано хосписы, качество ухода, отмеченное по словам родственников. At the bottom, that's very bad. Вот это самое крайнее левое очень плохо. Here it is excellent. Здесь великолепно, справа. The green is care at home. Зеленый – это уход на дому. The blue is care in the hospitals. Голубое – это уход в больницах. The red is care in care homes. Красный – это в домах престарелых или где-то там, да? Наверное. Ну, какие-то такие дома заботы. Дома сестринского ухода. Ну да. The pink is care in a hospice. А розовый – это забота в хосписах. Уход. 81%. 81%. So, the relatives of the children appreciate the care that they see in a children's hospice. Родственники детей признают и благодарят за ту помощь, которая осуществляется в хосписах. Hospices work, but they're expensive. Хосписы работают, но они очень дорогие. Okay, next slide. Fundraising. Сбор средств. I'm sorry that I'm talking so much about money to clinicians. Я прошу прощения за то, что я так много говорю о деньгах с клиническими специалистами. But many of you do not know where the money comes from. Но многие из вас не знают, откуда приходят деньги, откуда они берутся. And how much different things will cost. И сколько стоит то или иное оборудование, та или иная вещь. The first priority of setting up a hospice or a community team is
you must support your fundraising people. Первое, что необходимо для успешной работы хосписа или выездной службы, это поддержка тех людей, которые занимаются фандрайзингом, то есть собирают деньги. If they want you to show your face on a photograph, if they want you to write a newspaper article, если они хотят, чтобы ваше лицо оказалось на фотографии, если они хотят, чтобы вы появились в статье газеты, you don't say I'm shy, не говорите «мне неловко, я стесняюсь», you say yes please. говорите «да, пожалуйста». You go to the schools and you teach the children in the schools what palliative care is about. Вам нужно идти в школы и рассказывать детям о том, что такое паллиативная помощь. Those children will go home and tell their parents. Эти дети придут домой и расскажут родителям. People will start to raise money for your organizations. Люди начнут собирать деньги на ваши организации. But at the end of the day, to make anything work, Но в конце концов, для того, чтобы что-то заработало, you must invest in experienced fundraising. вам необходимо вкладывать средства в профессиональную квалифицированную помощь в сборе, то есть на пиар-специалистов. Remember when we first started, almost 1/3 of the hospices at the start became bankrupt. Как я уже говорил, когда мы только начали хосписное движение, через какое-то время треть хосписов пришла к банкротству. A lot of people lost their jobs. И многие люди потеряли работу. Politicians. Политики. You cannot bring about any change without the politicians. Невозможно осуществить никаких изменений без участия политиков. But they promise you everything. Но они вам обещают все, что угодно. They tell you how wonderful you are. Говорят вам, какие вы замечательные. But they never ever deliver. Но они никогда и ни за что не приходят к какому-то результату потом. However, you must keep working at politicians. Но тем не менее необходимо продолжать работать с политиками. But the money is not held by the politicians. Но деньги находятся не у политиков. The money is held by administrators. Деньги находятся в распоряжении у администраторов.